Этой ночью по несколько раз в час врачи проверяли, дышу ли я, жив ли я. И это вызывало самый важный вопрос. Буду ли я жить? А эти непонятные приборы вокруг моей кровати выглядели так, будто меня уже готовят к реанимации. И все это вперемешку с диагнозом СПИД постепенно сводило меня с ума. В палате со мной лежал парень, и по нему было видно, что его раздражает вся эта суета вокруг меня. Врачи, внимание, движение. Да и я сам, наверное, его дико раздражал. Мне показалось, что он просто привык быть один. И в совокупности это все заставляло меня ненавидеть и этого парня, и эту больницу, и вообще все, что со мной происходит. Я тогда еще не догадывался, что для этого парня в итоге я стану его последним другом. Ну а вторая ночь в этой больнице оказалась еще хуже первой, до диагноза. Я практически не спал, только закрою глаза, снова кто-то приходит, что-то щупает, что-то проверяет. И это было морально сложно. Поэтому проще было не спать вообще, а просто самому подавать хотя бы какие-то признаки жизни. И еще недавно мне казалось, что я был обычным пациентом, и вроде ничего не должно было измениться. В ту ночь, я думаю, те, кто курят, меня поймут. Несмотря на все то, что происходило, мне до боли сильно хотелось курить. Я реально сходил с ума и не знал, что вообще с этим делать. Я думал, если я сейчас не покурю, то у меня просто поедет крыша. Я почти не мог нормально ходить. Я понимал, что меня никто никуда не выпустит. И что любая попытка в любом случае закончится скандалом. И именно в этот момент мой сосед по палате, которого я еще совсем недавно ненавидел, стал моим спасением. Он тоже всю ночь крутился, не спал, и в итоге встал и пошел в туалет, который был прямо в нашей палате. Я сначала вообще не обратил внимания, подумал, ну пошел, да и пошел. Но когда он открыл дверь и вышел обратно, оттуда сильно потянуло запахом сигарет. И я даже не могу передать, насколько сильно я ему был за это благодарен. Естественно, я сразу же спросил у него, а не будет ли проблем. Он как-то странно посмотрел на меня, улыбнулся. И только позже я понял, что он знал об этой палате намного больше, чем я. О том, кого сюда кладут и зачем. Самое обидное было то, что когда я с трудом добрался до туалета, закрылся там и начал курить, именно в этот момент кто-то зашел к нам в палату. И я слышал, как у моего соседа спросили, где я. Он, естественно, сказал, что я в туалете. Медсестра, женщина, подошла к двери, постучала и спросила, все ли у меня нормально. Мне пришлось ответить, что да. Пришлось быстро погасить сигарету и почти сразу выйти. Я уже был морально готов к скандалу. Воняло так, что не заметить этого было просто невозможно. Но когда я вышел, она все еще была в палате и не сказала вообще ничего. Ни одного слова насчет курения. И это было особенно странно. Сосед, как обычно, невозмутимо сказал «расслабься». И я реально расслабился. Кстати, тогда я еще не понимал, что этот человек станет единственным,
кто сможет меня понять в ближайшее время. И что именно с ним будет связан мой первый самый сильный шок в этом отделении.